Мужчина по имени Дэниел Картер работал старшим смотрителем городского зоопарка. В тот день он обходил центральную аллею, проверяя таблички у вольеров, когда внезапно услышал крики. Сначала показалось, что кто-то из детей просто испугался, но через несколько секунд стало ясно – началась настоящая паника. По аллее между посетителями бежал взрослый лев. Люди в ужасе разбегались. Родители хватали детей, прятались в киосках и магазинах, машины у входа резко тормозили. Лев никого не трогал, но его появление среди толпы могло закончиться катастрофой. Дэниел вызвал охрану и ветеринаров с транквилизаторами и бросился к вольеру. Металлическая дверь была сломана. Ранее в зоопарке сработала пожарная сигнализация, и из-за сбоя замков лев просто вытолкнул дверь. Его звали Атлас. Но Атлас не бежал к выходу. Он двигался в сторону служебной зоны, затем вырвался на улицу и направился к небольшому парку в нескольких кварталах от зоопарка. В парке на скамейке сидела девочка лет 12 по имени Эмили, кормила голубей хлебными крошками. Атлас замедлил шаг и медленно подошел к ней. Охрана уже готовилась стрелять, но Эмили вдруг подняла голову, посмотрела на льва и тихо произнесла его имя. То, что произошло дальше, никто не ожидал. Огромный хищник лег перед ребенком, положил голову ей на колени и тихо заурчал. Эмили дрожащими руками гладила его по гриве, словно это был домашний кот. Когда прибыли ветеринары и полиция, оружие опустили. Атлас не проявлял ни малейшей агрессии и не отходил от Эмили. Позже выяснилось, что несколько лет назад семья Эмили жила в Африке. Родители работали волонтерами в Центре спасения животных. Однажды туда привезли умирающего львенка с переломанной лапой. Браконьеры убили его мать. Все считали, что детеныш не выживет. Но Эмили буквально не отходила от него. Кормила из бутылочки, спала рядом, согревала, помогала ветеринарам. Именно она дала ему имя Атлас. Львенок выжил, но лапа срослась неправильно. Его нельзя было выпускать в дикую природу, и семью убедили передать его в хороший зоопарк. Тогда Эмили было всего 7 лет. Спустя годы она случайно увидела табличку с именем Атласа и поняла, что это он. А Атлас, узнав ее запах и голос, выбрался из вольера, чтобы найти ее. Львы обладают феноменальной памятью. Атлас не забыл девочку, которая спасла ему жизнь. После этого случая Эмили разрешили регулярно навещать льва. Для нее поставили специальное кресло у стекла. Атлас всегда подходил первым и ложился напротив, наблюдая за ней так же спокойно, как в детстве. Для Дэниела эта история стала главным доказательством того, что даже самые дикие существа способны помнить добро, иногда лучше, чем люди.